В особняке на окраине города стояла тишина. Сквозь большие окна мягкий утренний свет ложился на белые стены и пустой обеденный стол, за которым давно никто не собирался. Дом, когда-то наполненный голосами, стал холодным и чужим. Андрей Сергеевич, богатый и влиятельный человек, сидел в кабинете, глядя в окно на сад. Перед ним остывал кофе, к которому он так и не притронулся. Мысли его возвращались только к одному, к сыну Артему. Врачи отвели ему 3 месяца. Болезнь пришла внезапно, разрушая все – планы, надежды, веру. Андрей Сергеевич тратил миллионы, искал врачей по всему миру, но ничего не помогало. Артему было всего 17. Он мечтал стать музыкантом, писал мелодии, и когда играл, казалось, будто сама жизнь говорит через его пальцы. Теперь же руки дрожали, звук терялся, но взгляд оставался светлым. Рядом с ним всегда была Мария, старая служанка, работавшая в доме еще со времен смерти его матери. Она вырастила мальчика, знала каждую его привычку и ухаживала за ним с нежностью, которую не могли заменить ни деньги, ни роскошь. Артем все слабел, но продолжал писать ноты. Иногда он тихо говорил: «Пусть музыка живет, даже если меня не станет». Мария слушала и молчала. Однажды вечером Андрей Сергеевич услышал звуки пианино. Чистые, уверенные, живые. В комнате сидел Артем, рядом Мария. Его пальцы едва двигались, а она играла по его нотам. На пюпитре лежали листы с его мелодиями, теми, что он не успел закончить. В тот момент Андрей понял, эта женщина делает то, чего не смог он сам. Она сохраняет не жизнь тела, а жизнь духа. С тех пор в доме снова зазвучала музыка. Артем диктовал, Мария записывала, играла вместо него. Она становилась его голосом. Андрей слушал, чувствуя, как каждый аккорд рвет и лечит сердце одновременно. Однажды сын попросил устроить концерт, маленький, домашний. Вечером зажгли свечи, пришли близкие люди. Артем и Мария играли вместе. Он слабо, она уверенно, подхватывая каждую ноту. Музыка лилась тихо и светло, как прощание без слов. Когда все закончилось, никто не смог сдержать слез. Через несколько недель Артем ушел, спокойно, во сне. После похорон в доме снова стало тихо. Но по вечерам Мария садилась за пианино и играла его мелодии. Андрей сидел в кабинете, слушал, и в груди его медленно растворялась боль. Позже он издал сборник «Музыка Артема». В предисловии написал: «Эти мелодии — дыхание моего сына. Их сохранила Мария. Пусть они звучат для тех, кто живет». На презентации он снова заплакал, не от горя, а от благодарности. Рядом сидела Мария, тихая, скромная, далекая от славы. Она просто исполнила обещание мальчику сохранить его мечту. Теперь по вечерам из гостиной снова доносилась музыка. Андрей Сергеевич смотрел в окно и впервые за долгое время видел не пустой сад, а жизнь. Он тихо шептал: «Спасибо тебе, Мария.